эта реформа, но она коснется всех, люди — это теперь новая нефть. Это единственный источник наполнять военный бюджет и так далее. Но это только начало, уход в тень зарплат, чемоданами кэш, все там за черный нал и так далее. Все может быть. Ну, часть от навара отдаем. Че, жалко, что ли? Вообще не жалко. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей. На этой неделе вся страна обсуждает новую налоговую реформу. Минфин уверяет, что большинство людей это не коснется. А как считаете вы? Я не согласен с Минфином, с правительством. Эта реформа, она коснется всех. Если не сразу, то чуть погодя. Поэтому хочу, чтобы вы запомнили такую фразу, она вам многое объяснит. Люди — это теперь новая нефть. Если коротко, то так, у страны просто нет другого выхода, негде брать денег. Да. У «Газпрома» 600 миллиардов убыток, нефтегазовые доходы в целом падают и так далее. Ограничения логистические не позволяют из России вывозить традиционные товары, которые Россия отправляла на экспорт. Поэтому вот эта налоговая реформа логически обусловлена. И если нынешняя инициатива, она касается только самых высокооплачиваемых людей, но это только начало, поэтому я не согласен с Минфином, что это не затронет никого. Ну а подробности расскажу в этом выпуске, внимательно слушайте. Давайте коротко поговорим о том, в чем заключается суть реформы. Да, Министерство финансов предложило пятиступенчатую программу прогрессивного налогообложения, налог на доходы физических лиц и изменения по налогу на прибыль корпораций. Конкретно вам для информации, значит, 13% НДФЛ сохранится, если у тебя до 200 тысяч зарплата, 15% будет для доходов от 200 тысяч до 416 тысяч. Ну а у кого больше зарплата в месяц, например, у тех, у кого более 4 миллионов рублей зарплата в месяц, у тех будет 22% налог на доходы физических лиц. Это вот вкратце по НДФЛ. И еще существенное нововведение, которое ожидается, это значит вместо 20% 25% корпоративный налог на прибыль организации. Все эти нововведения ожидается вступят в силу с 1 января 2025 года. Часть нововведений уже осенью вступит, поэтому будьте внимательны и подготавливайтесь, если вас это затронет. Что хочу добавить, ставка 13% продержалась достаточно долго, и это феноменально в истории страны, чтобы такое низкое налогообложение было. Та реформа в 2001 году, она возымела действие. Дело в том, что в 2001 году зарплаты серые, в конвертах и так далее, все там за черный нал и так далее, но кто был тогда, знает это все, помнит. Все это серые расходы, это просто ужас какой-то был, ничего не сосчитать, ничего не посчитать, чемоданами кэш и так далее. В течение нескольких лет в стране удалось обелить значительную часть зарплатного фонда и так далее. Ну и сейчас по статистике около 85–90% по разным данным зарплат выплачивается в белую. Встречаем с распростертыми объятиями новые времена и внимательно слушаем этот выпуск, чтобы подготовиться к нововведению. А зачем вообще повышать налоги? Бюджет страны формируется в основном налоговыми поступлениями, а когда падают нефтегазовые доходы, такие экстра доходы, то это единственный источник выполнять социальную стабильность, наполнять военный бюджет и так далее. А военный бюджет, например, сейчас в стране 11 триллионов рублей. Он может еще увеличиться, да. На самом деле, чтобы сохранять макроэкономическую стабильность, правительству необходимо рассчитывать на какие-то источники доходов, потому что внешний рынок ведет себя непредсказуемо. Нефть, цена на нефть скачет, дальше ожидается, что в новых пакетах санкций будет окончательно закрыта возможность поставлять сжиженный газ в Европу, а это выпадание очень-очень огромного количества денег из бюджета и так далее. Поэтому правительство хочет подстраховаться раз, ну и найти новые источники доходов. Все, что сейчас происходит, оно никакой радужности не несет, оно просто говорит: да, корабль борется за плавучесть, правильно борется, очень умный капитан. Но я замечу, когда есть корабль и на нем капитан борется за плавучесть, этот корабль может стать принципиально другим, он может стать более продвинутым, он может начать наконец производить какие-то продукты. Нет. От того, что корабль борется за плавучесть, он может выжить, но процветать он вряд ли будет. Я хотел бы, чтобы дополнительные налоги
собирались бы с граждан, с людей, особенно с высокооплачиваемых, я поддерживаю эти маневры. Но я очень хотел бы, чтобы эти новые налоги шли на экономический рост и развитие, то есть запускали бы маховик экономического роста. Если вновь собранные налоги идут на компенсацию выпадающих доходов, то мы в данном случае, к сожалению, не имеем этого эффекта. Вот о чем я глубоко переживаю. Чем может грозить российской экономике рост налоговой нагрузки? При данном налоговом маневре я, вообще говоря, не вижу каких-то прям особых вот таких вот катаклизмов, например, уход в тень зарплат или там, что увеличивающая нагрузка, значит, на персонал перевернет экономику. Но у некоторых компаний будет с этим сложность. Особо чувствительное будет следующее: это кто платит весь социальный налог, социальные фонды, плюс НДФЛ. Получается, что если я хочу человеку передать рубль зарплаты, да, я должен буду заплатить рубль плюс в виде налога. Это так дороговато, и особенно у тех людей, у которых очень много высокооплачиваемых сотрудников на балансе и так далее. Но делать нечего. То есть все компании, которые сейчас есть на рынке, они достаточно зрелые, они могут к этому адаптироваться. Вот. Но в целом тот, кто не адаптируется, что их ждет? Раньше у неустойчивых компаний не было другого выхода, кроме как либо обанкротиться, либо взять долг, взять нагрузку и потом обанкротиться, либо сделать такие, знаете, противозаконные маневры, например, дробленка, переход на упрощенные формы, там, снижение налогообложения, да, такая эмуляция, что это типа группа несвязанных множественных компаний. Но вы все прекрасно видели, правительство послало мощный сигнал для всех, кто использует дробленку в своих бизнесах. Сперва закрыли нескольких бизнесменов в тюрьму и всем четко показали, что тот, кто делает дробленку бизнеса, того будут, как это говорится, иметь во все причинные и беспричинные места и точка. Вот, поэтому сейчас дробленка, я не рекомендую ее делать, тем более вот новый налоговый маневр, он в частности содержит еще и амнистию для тех, кто, в общем-то, делал дробленку, но сейчас признает это, и им ничего не будет, но надо признать это, да, открыть и так далее. Если у вас неустойчивый бизнес, и вы не можете сделать, совладать доходы и расходы, я вам предлагаю сделать такой маневр. Продайте компанию или распустите ее, закройте. То есть останьтесь только в тех бизнесах, где есть устойчивость и так далее. То есть ни в коем случае не заходите в какие-то серые криминальные вещи. Тем более налоговое ведомство продолжает совершенствовать свои способы вычленения. Есть страны, в которых богатые люди вообще платят столько, что там богатым быть невыгодно. При этом все утверждают, что если так, то люди не будут стремиться богатеть и вообще все закончится. Нет, посмотрите на Швецию, на Данию и так далее. Нет. Просто исторически это очень на длинных циклах все делается. И надо все делать медленно и постепенно, а не вот такими, знаешь, прыжками. Раз прыгнул и вдруг понял, что ты летишь в пропасть. Поэтому вот этот вот маневр, который сейчас, это вот такой вот шажочек разумный, начальный. Конечно, мне неприятно, что налоговая нагрузка растет, но с другой стороны, я радуюсь, что теперь эти налоги, да, будут собраны в казну, и очень умные, обученные, образованные государственные мужи будут заботиться о том, чтобы каждый рубль, да, был по делу потрачен, и ни в коем случае ни один рубль был не сворован. Я очень радуюсь этому, потому что, конечно, предприниматели иногда не могут обеспечить вот этот вот здравый уровень администрирования, не могут направить деньги туда, куда надо. А государственные мужи, правильно обученные, которые контролируются всякими КРУ, органы проверок, аудиты всякие, ФСБ и так далее, они обязательно сделают правильно. Друзья, в апреле я дал старт новому направлению глобального университета — школе девелопмента. Это международная образовательная программа для тех, кто строит умные города и хочет научиться эффективно инвестировать в недвижимость, особенно когда вообще непонятно, что будет завтра. Вы уже знаете, если подстраиваться под рынок, можно проиграть. Хотите выиграть — ускоряйтесь. А что поможет всегда быть на шаг впереди? Это, конечно, знания и бесценный опыт. 6 июня школа девелопмента проводит открытую встречу с экспертами и практиками на тему «3 кита успешного девелоперского проекта. Стратегия, концепция, земля».
Приходите на встречу и забирайте рабочие инструменты, внедряйте и сами задавайте тренды в девелопменте. Регистрация на открытую встречу и все подробности в телеграм-канале школы. Ссылка под этим видео. Присоединяйтесь к глобальному сообществу девелоперов и стройте города будущего вместе с нами. А как вы считаете, может ли повториться ситуация, когда страна будет вынуждена ввести облигации военного займа или еще чего хуже? Я не знаю, как сейчас дело пойдет. Дело в том, что мы сейчас не находимся в ситуации, когда, вообще говоря, об этом уместно говорить. Вот, то есть у страны есть деньги, есть возможность, вот, но если не будет денег, не будет возможности и будет ситуация, как, например, в Северной Корее, то все возможно. Северная Корея находится, в таком режиме сверхмобилизации. Частная собственность в Северной Корее не особо распространена, это такая частная собственность, очень мелких фермеров и так далее, да, даже там фермеров-то нет как таковых, там есть скорее так люди, которые ведут фермерское хозяйство, да. Вот Северная Корея — это пример страны, находящейся в тотальной мобилизации, она из нее и не выходила, да. В России до этого, как до Луны. Мы можем там оказаться только в одном случае, если мы сейчас ничего делать не будем. Например, если Россия на следующие 1000 дней, то есть 3 года, не начнет производить очень много нужных экономике товаров, продуктов и так далее, и будет все рассчитывать, что мы все привезем с Китая, еще откуда-то и так далее, все кончится тем, что все может быть. Поэтому я говорю, таблетка от того, чтобы оказаться в таком историческом пространстве, как в 1919 году, почитайте там информационные справки, мобилизация 1919 года. Вот таблеткой от этого является следующее, чтобы экономика России наконец стала производить товары, а не пытаться что-то отправить на экспорт и за эти деньги закупить. У нас миллион людей торгуют на маркетплейсах, Wildberries, Amazon и так далее. Миллион людей считают, что это бизнес — купить что-то в Китае, засунуть, на склады Wildberries и типа мы бизнесмены. Окей, дорогие мои, миллион людей. Может, у вас есть у 100 тысяч людей возможность сделать какие-то цеха, начать что-то производить и так далее. Начинайте с этого. Вся большая экономика всегда начинается с малой экономики цеховиков. Вот. Весь Великий Китай, весь индустриальный потенциал Китая великого начался с цеховиков. Возможно, те миллион людей, которые сейчас на маркетплейсах торгуют, когда начнут производить 100 тысяч, будет 100 тысяч маленьких цехов, цеховиков, а на базе их вырастет потом 10 тысяч средних и даже крупных новых предприятий. А означает ли повышение налогов то, что компании будут меньше вкладывать денег в развитие общества? Например, да, 25% корпоративный налог вместо 20%, конечно, изымает часть прибыли, которую обычно компании реинвестируют, так будут реинвестировать меньше. Я как промышленник российский, предприниматель, бизнесмен, вместе с моим партнером, мы очень сильно увеличиваем инвестиционную программу в России. Мы рассчитываем на то, что правительство предложит много-много специальных субсидий для тех, кто инвестирует в критически важные отрасли в экономике. Но мы не ждем, когда правительство их утвердит, мы действуем, и если что-то правительство там субсидировать будет, мы благодарны этому. Но еще раз говорю, каждый из нас на своем месте может принять решение самостоятельно. Мы его приняли. Я призываю всех предпринимателей и бизнесменов, да, активно участвовать в создании того, что принесет большую экономику в России. И Россия категорически нуждается, не только в базе социальной стабильности, что база и основа, это да. Россия еще и нуждается в том, чтобы произошло очень много нового, много новых продуктов, производств, много новых предпринимателей и так далее. И я своим примером это показываю. У Технониколь огромное количество инвестиционных проектов. И мы не собираемся останавливаться. И, знаете, иногда мне кажется, что люди своими действиями создают образ будущего. Вот я своими действиями с моими партнерами, мы создаем образ будущего. Раз мы инвестируем, значит, мы верим в будущее, значит, те, кто работает на этих заводах, тоже верят, да. И так очень много людей начинают не просто верить, а иметь этот
образ будущего, воображение. Поэтому я своим над этим вот действием задаю некую ролевую модель и примеры, и я хочу, чтобы вы ориентировались на меня. Я часто об этом говорю, и сейчас я хочу тоже об этом еще раз повторить. Важное объявление, друзья мои. У меня появилась площадка, на которой я публикую эксклюзивный контент. Если раньше в Ютубе я делал так называемый эксклюзивный контент, который раздавался потом на все площадки, то теперь не так. Теперь есть площадка в ВК, где у меня эксклюзивный контент. Там ты сможешь найти, первое, готовые бизнес-инструкции, готовые бизнес-модели, ну и, конечно же, мои комментарии Игоря Рыбакова на самые важные события в нашей стране и в мире. Подписывайтесь по ссылке в описании, ставьте колокольчик, скачивайте приложение ВК-видео, чтобы было гораздо удобнее. Ну и, конечно, будьте в актуальности, будьте на связи со мной. Как сделать свою компанию настолько устойчивой, чтобы тебе было все равно, какую ставку налоговую вводит правительство? Прекрасно. Вот именно так было сформулировано мое открытие, когда мы долго мучились, мы 10 лет мучились что-то там, налоговой оптимизации. В результате однажды мы сели с партнером и сказали: так, все, стоп, давайте посчитаем, сколько денег мы зарабатываем собственно на бизнесе, а сколько денег мы зарабатываем на оптимизациях законных, полузаконных и так далее. И вот мы посчитали. И каково было наше удивление, что у нас было ровно 50/50. Это далекие 90-е годы, начало 2000-х. Представляете, получается так, что я не кровлю делал в 90-е, у меня все больше и больше развивался класс, ну давайте так, финансового инжиниринга я это называю. И мы с Сергеем сели и сказали: все. И мы нарисовали график, что уже через 5 лет мы превращаемся в компанию, у которой 80% будет доходов идти от финансового инжиниринга, вот этой оптимизации, и 20% от кровли. Мы говорим: нет, мы все-таки кровлю делаем. И мы постановили, с этого дня мы долю финансового инжиниринга каждый год снижаем на 10% минимум, а вообще цель 20%. И уже в середине 2000-х годов компания Технониколь стала прозрачной в этом плане, и менеджмент реально удивился. Дело в том, что фокус внимания, когда у тебя 50% прибыли от финансового инжиниринга и 50% от кровли, знаете, что получается? Фокус внимания на 50% где? А ведь там, где фокус внимания, это означает, что технологии, новое оборудование, производительность труда на рабочих местах и так далее, новые материалы, R&D, да? Все это недополучает времени менеджмента и времени главных специалистов, так? И вот представьте себе, как изменился акцент. Так вот, это сыграло такую решающую роль в том, что рост производительности труда просто космический, сумасшедший. Когда люди смотрят на это, они говорят: как это? Мы говорим: как? Внимательность к тому, что нас порождает. Мы сделали на это ставку, мы тогда не знали, мы просто ставку сделали. А сейчас мы знаем, что именно эта ставка и сыграла. Мое вам предложение — сделать такую же ставку. И тогда произойдет, что вас не будут беспокоить, какие налоги и так далее. Слушайте, какие есть, заплатим и все. Потому что котелок варит, понимаете? Котелок когда варит, какая разница, какие налоги? Варит, причем вкусно варит, много варит. Часть от навара отдаем. Че? Жалко, что ли? Вообще не жалко. Итак, теперь конкретные пошаговые рекомендации, прям правила для бизнесменов. Доставай листочек, записывай. Итак, первое. Пойми, что приносит тебе больше всего денег и имеет большую перспективу в будущем. Определи это и зафиксируй. Это раз. Второе. Собери конфигурацию людей, влюбленных в твою компанию, приверженных твоей компании, чтобы реализовать долгосрочную стратегию развития твоей компании. Только на длине, значимой длине 3000 дней, 10 тысяч дней раскрывается потенциал команды. Устремленность в длину, да, побеждает любые тактические ухищрения. Например, хорошо, кровля, стать лидером в кровле. Вот такие установки нас часто выручали с Сергеем, с моим партнером. Технониколь сейчас безоговорочный лидер не только в кровле, но и еще в целом ряде сегментов. Третье — маржинальность продуктов. Отслеживай, избавляйся от позиций, которые слабо маржинальные, или если ты их держишь, держи их сознательно в портфеле, например, как товары-киллеры. Есть такой прием.
Мы специально иногда опускали маржу на некоторые группы товаров, да, и бомбили их в рынок. На эти товары приманивали новых клиентов и потом расширяли пенетрацию в клиента через другие продукты. В результате маржа в клиенте была приемлемая, но получали мы клиента именно скармливая ему вот эти низкомаржинальные когорты товаров. Но их не должно быть много, иначе ты банкрот. Четвертое мое любимое — король. Король бизнеса — это производительность труда. Производительность на рабочем месте, производительность труда по сегменту, производительность труда по заводу, по любому юниту. Производительность труда — король бизнеса. Пятое — учись у своих конкурентов, у тех, кто бежит рядом с тобой. Дружи с ними. Да. Дружи вообще с предпринимателями, проводи больше времени с людьми, предпринимателями, которые устремлены в будущее, которые ценят и любят свою команду, конфигурацию людей, которые их проявляют, и ценят и любят находиться среди других предпринимателей. Это пункт 5. Ну и вот если ты выполнишь все эти 5 законов, 5 бусин, как я называю, ты удивишься от того, как твой потенциал начнет проступать не только талантом уже, а и гением. Все это невозможно без конфигурации людей вокруг тебя, поэтому создавай свою команду не как команда сотрудников, которая в особо крупных размерах там что-то делает, зарплату жрет в особо крупных размерах. Я верую в людей так сильно, как ни во что не верю. Я верю в то, что человек — ключевая инновация. Чем больше человек интегративен, тем больше у него получается. Ну и если вы внимательно слушали этот выпуск, вы полностью готовы к будущему, к захвату вызовов, которые придут в будущем. И давайте вместе размножать хорошее. И тогда плохому места просто не останется. Будь готов к неожиданному. Завтра может быть другим, каким ты не видел его. Я приглашаю тебя стать участником движения успешных людей.